Сверкай сияющей женственностью, говорит нам парфюм Lucia Sparkling Fantasy. Всего одна капля этого очаровательного праздничного аромата перенесет вас в искристую зимнюю фантазию. Привет, вы на канале Взлет, меня зовут Ольга, и в этом видео мы будем обсуждать с вами фланкер аромата Lucia. Если вам это интересно, поехали! Обещают, что фантастический аромат Lucia Sparkling Fantasy украсит каждое мгновение нашего праздника, и мы почувствуем, как снежинки кружатся вокруг нас, отражаются на волосах, одежде сверкающим светом, и теплое сияние новогодних огоньков повсюду дарит нам волшебное настроение. Просто какая-то чудесная сказка заявлена в этом парфюме. Я с удовольствием буду его сейчас тестировать. Давайте посмотрим на дизайн. Он тоже такой праздничный. В нем есть какое-то магическое волшебство уже даже при одном взгляде на картонную коробку. Восхитительное серебристо-голографическое нанесение сверкающей звезды Люсии. Традиционно уже посмотрите, какой фантазийный шрифт. Sparkling Fantasy, сверкающая фантазия. Название этой туалетной воды. На коробочке сбоку мы видим также инфографику букетов и аккордов. Объем аромата 50 мл. И внутри мы находим флакон туалетной воды Люсии, который уже многим знаком, но у него такой мауф оттенок, светло-светло-лиловый. Шикарная просто крышка, выполнена в виде льдинки. Мне кажется, все-таки подчеркивает такое зимнее праздничное настроение парфюма. Целых две прекрасных девушки-парфюмеры трудились над букетом, и уже в сотрудничестве у них выходил аромат О Sweet Dulce de Leche, который мне очень понравился своей глубиной, многогранностью и разнообразием акцентов и нот в композиции. И это Марин Ипер и Эмили Куперман. Марин Ипер — это французский парфюмер, которая выбрала свой путь еще в детском возрасте. Это неудивительно, потому что она родилась на юге Франции, а он славится роскошными садами с душистыми цветами и фруктами. И сейчас в ее ольфакторной копилке не один десяток работ. Уникальность парфюмерных работ Марин в том, что она не боится необычных сочетаний нот и все время экспериментирует с новыми ингредиентами. Источником вдохновения для нее является путешествие, кулинария и высокая мода. И кроме О Sweet Dulce de Leche и героя нашего сегодняшнего обзора Lucia Sparkling Fantasy, у Марин в копилке ароматов Oriflame еще также SE голубой, тоже один из самых моих любимых парфюмов в портфолио Oriflame. И Эмили Куперман, которую многие любят, и у ее множество ароматов для Oriflame, уже огромное количество почитателей. Сейчас я вам напомню их, и я уверена, хотя бы один, но является вашим любимым. У Эмили уже более 20 лет стажа парфюмерного. Она посвятила это время созданию ароматов для некоторых из самых престижных и модных дизайнерских брендов мира. Получила огромное количество наград за свою уникальную способность следовать своей женской интуиции и создавать неожиданные ароматы. Работала с такими брендами, как Givenchy, Шапарт, Карл Лагерфельд, Роберто Кавали. Эмили также мать 4 детей, и она находит вдохновение в путешествиях в новые места, исследовании неизвестного и постоянном переосмыслении себя, чтобы создавать неожиданные композиции. И в копилке Oriflame у Эмили Miss Giordani Intense. Ничего не напоминает. Мне кажется, что будет что-то очень близкое. Тендерли. Даже если мы посмотрим просто на оттенки этих парфюмов, то уже увидим что-то общее. Blue Sapphire, тоже такой звенящий и очень праздничный аромат, который был выпущен ограниченным тиражом. Наверное, наиболее яркие тоже где-то в одной линии с нашей новинкой — это Eclat Mon Parfum. Если вы любите хотя бы один из перечисленных ароматов, обязательно обратите внимание на новинку. Ну, давайте же теперь ее протестируем. Тип аромата цветочный, фруктовый и древесный, хотя древесных нот я практически не ощущаю, может быть, только в самом дальнем шлейфе они проявятся, потому что самые первые ноты, они игристые, и это ноты ледяных ягод из аккорда Frozen Cranberry. Они смешиваются с нотами карамболы и коктейльными нотами
Paradise, придавая праздничную фруктовость с первого распыления. Аккорд Frozen Cranberry вдохновлен маленькими лесными ягодами, растущими на холоде. Да-да, это именно та самая замороженная клюква. Ее фруктовость в верхних нотах искрится зимним праздничным настроением. А Paradise, такое интересное название, это коктейльная нота уникального ликера, который изготавливается из натурального экстракта груши и замешивается с коньяком. То есть можно говорить о том, что в этом аромате также присутствуют ноты алкогольного коктейля, которые добавляют именно в первых же заявлениях праздничного настроения. Вот мне интересно, что в Oriflame в композициях начали убирать цитрус, а использовать именно ноты алкогольных коктейлей. Ну, я могу согласиться, что они очень праздничные, действительно сверкающие и звенящие. И если мы будем говорить о клюкве, то ее вот эта кислинка, она здесь сглажена именно нотами коктейля. И, возможно, потому что клюква замороженная, она какая-то хрустящая, она очень нежная, и она действительно такая вот искрящаяся. Но когда первые ноты развеиваются, то продолжение сердца, оно более мягкое, оно белоцветочное и расцветает пышным букетом гордении и жасмина, в центре которого очаровательный аккорд Snowdrop, снежная капля, который призван нежно подсветить вашу женственность. И кажется, что это такое аккорд Snowdrop? На самом деле это аккорд подснежника, который цветет морозной зимой. Настоящая сила природы. Нежные влажные белые лепестки придают аромату охлаждающий, свежецветочный, фантазийный эффект. И поэтому, если у вас кто-то спросит что-то такое свежецветочное, сразу вспоминайте об этом парфюме. Мне кажется, что здесь цветы, они настолько легкие, они настолько воздушные, и в них есть вот действительно какая-то сила женственности. Вот этот парфюм ненавязчивый, не дерзкий, очень-очень легкий. Он создаст вам и ощущение праздника, и в вашу повседневную жизнь добавит какой-то искры, какой-то яркости. И самое главное, он не будет вас подгружать, а он будет вас наполнять хорошим настроением. Это позитивный аромат, вот однозначно. Ну, праздничный, да, а что еще мы ожидаем от праздника, кроме позитивных эмоций? И вот это парфюм-праздник. А в его шлейфе мы найдем молочные ноты, которые переплетаются со сливочными древесными оттенками белого кедра и сандалового дерева, создавая теплое сияние сверкающей фантазии. И именно шлейф в этой Люси, он как новогодние огоньки, которые сверкают теплым светом. Когда мы идем на каток, когда мы видим в окнах кафе или чьих-то домов, квартир, вот эти огоньки, в нас именно разливается ощущение какого-то уюта, какого-то комфорта, какого-то именно праздничного удовольствия. И хочется никуда не спешить, а наслаждаться Новым годом и заставить время замереть здесь и сейчас, вот в этом каком-то своего рода детском ощущении праздника. Сверкающий парфюм Lucia Sparkling Fantasy на основе очаровательного нежного аккорда Snowdrop подснежника и ледяного мерцания аккорда Frozen Cranberry, замороженная клюква с праздничными фруктовыми нотами, нежным цветочным букетом и сливочно-древесной базой создает чистое волшебство, перенося нас в морозную, сверкающую зимнюю фантазию. Когда я только увидела на страницах каталога этот аромат, я сразу однозначно решила, что этот парфюм мне понравится. Мне в нем нравится все. И описание, и ненавязчивость, и легкое праздничное настроение. И он выпущен ограниченным тиражом, и я даже думаю уже сейчас взять его в запас, потому что я походила пару дней уже с ним, и он настолько созвучен моему внутреннему ощущению. Мне кажется, что это парфюм, хотя я стараюсь все-таки не распределять по временам года, но он может заякорить ваши новогодние каникулы. Он зимний, он наполнит жизнь ярким, сверкающим блеском. Ставьте лайк, если вам был интересен и полезен мой обзор, и обязательно пишите в комментариях, планируете ли вы этот аромат к покупке. Ну и, конечно же, подписывайтесь на канал Взлет и обязательно нажимайте
нажимайте на колокольчик, чтобы получить оповещения и посмотреть разборы новинок на канале Взлет в следующем году самыми первыми. Пока-пока.